сколько денег у самых богатых людей Америки? А что за семья владеет активами, превышающими богатство всех их вместе взятых? Я расскажу про самых невероятных людей, которых многие считают важнее президентов, ведь с их деньгами можно покупать целые страны. Оттуда едем в Швейцарию без всяких штампов в паспортах, решаем там свои дела, едем назад в Монако, летим оттуда в Лондон на похороны, и через 3 рабочих дня мы в Нью-Йорке. Вот такой вот план. И начну с семьи, которую не все знают, а эти ребята управляют невероятным богатством в 267 миллиардов долларов. Их основной источник дохода – знаменитая торговая сеть Walmart с главным офисом в маленьком городке Бентонвиль, Арканзас. Не менее интересно, что в семье Уолтон целых 39 членов, между которыми и распределено все состояние. За прошлое десятилетие Уолтоны продали акции Walmart примерно на 22 миллиарда долларов и пожертвовали 11 миллиардов благотворительным организациям. Представляете? Тем не менее, 7 членов этой влиятельной династии все еще держат около 45% акций компании. Это наследники основателей Сэма и Джеймса Уолтонов, которые умерли еще в 90-х. Роб Уолтон, старший сын Сэма, активно участвует в управлении компанией, входя в совет директоров Walmart. Ему помогают племянник Стюарт и зять Грег Пеннер, который не только принял руководство совета директоров в 2015 году, но и в октябре того же года стал владельцем футбольного клуба Денвер Бронкос из НФЛ. Не стоит забывать и о вкладе Стэна Кронке, мужа дочери Джеймса Н. Уолтон Кронке. Он добавляет в копилку семьи прибыль от собственности на 7 спортивных клубов, в том числе Лос-Анджелес Рэмс и Арсенал. Семья Уолтон продолжает показывать стабильный рост из года в год, приумножая свое состояние. Хотя это все равно копейки по сравнению с другими участниками этого видео. 22 миллиона долларов за 3 гребаных часа! Вот вы знаете, сколько можно заработать на сладостях? Встречайте семью Марс, чье состояние оценивается в 117 миллиардов долларов. Их богатство построено на производстве сладостей и корме для животных, что делает их владельцами одной из самых крупных кондитерских корпораций на планете. В эту династию входят 37 человек, включая брата и сестру Джона и Жаклин Марс, а также 4 дочери их покойного брата Фореста-младшего, скончавшегося в 2016 году. Основное действо разворачивается в Маклине, штат Вирджиния, где базируется компания Mars. Компания управляет множеством знаковых брендов, от шоколадных M&M's и Snickers до риса Ben's Original и корма для собак Pedigree. В прошлом году доходы компании достигли 47 миллиардов долларов за год, представляете? Основатель компании, Фрэнк Марс, начал свой путь в 1911 году, продавая домашние конфеты со сливочной начинкой. Джон Марс, на сегодняшний день 88-летний, стал последним из семьи, кто занимал пост гендиректора. Он ушел с этой должности в 2001 году. Семейные традиции поддерживаются и ныне. Стивен Бэджер, сын Жаклин и Виктория, дочь Фореста-младшего, продолжают сидеть в совете директоров и активно участвовать в жизни компании. А знаете, сколько денег у бывшего мэра Нью-Йорка? Майкл Блумберг с состоянием в 96 миллиардов 300 миллионов долларов продолжает оставаться одной из самых влиятельных фигур в мировой финансовой индустрии и благотворительности. В качестве соучредителя Bloomberg LP он в апреле заявил о намерении до конца своей жизни пожертвовать свои 88% акций компании, оцениваемой примерно в 92 миллиарда долларов, в свою благотворительную организацию Bloomberg Philanthropies. Это обещание, если будет выполнено, станет одним из самых больших частных пожертвований в истории благотворительности. Bloomberg активно поддерживает и различные социальные инициативы. В 2022 году он пожертвовал около 1 миллиарда 700 миллионов долларов на проекты, направленные на борьбу с изменением климата и улучшение системы здравоохранения. Эти вклады подчеркивают его приверженность решению глобальных проблем с помощью финансовой поддержки. Майкл также остается активным участником политических дебатов. В сентябре он опубликовал статью, где высказал критику в адрес политики президента Джо Байдена по управлению южной границей США, описывая ситуацию как полномасштабный кризис и подчеркивая давние проблемы американской иммиграционной системы. Это заявление показывает его непоколебимую готовность занимать позицию по ключевым социальным вопросам, воздействуя на общественное мнение и политические процессы. Блумберг был женат на Сьюзан Браун, и от этого союза у него есть 2 дочери.
Эмма, родившаяся в 1979 году, и Джорджина, родившаяся в 1983 году. Сейчас он в разводе и полностью посвящает себя работе. Ну и куда без Уоррена Баффета? Финансовый гуру с состоянием в 133 миллиарда долларов. Он остается одной из самых ярких фигур в мире инвестиций. Его прозвище «Оракул Омахи» подчеркивает уникальное умение предвидеть экономические тенденции и делать ставки, которые временем доказывают свою стоимость. Существует мнение, что он сам их и организовывает. На посту главы Berkshire Hathaway он управляет портфелем, в который входят такие разноплановые активы, как страховая компания Geico, производитель аккумуляторов Duracell и популярная сеть ресторанов Dairy Queen. Этот многопрофильный подход помогает компании сохранять стабильность и расти даже в нестабильные экономические периоды, держа яйца в разных корзинах. Особое место в биографии Баффета занимает его образование. Он является выпускником Колумбийской школы бизнеса, где под влиянием своего ментора Бенджамина Грэма он сформировал свою инвестиционную философию, акцентирующую на ценностном инвестировании, которое стало ключом к его успеху. Его обучение продолжилось в Нью-Йоркском финансовом институте, что позволило ему глубже погрузиться в экономические теории и практики. В 2010 году Баффет с Биллом и Мелиндой Гейтс создал филантропическую инициативу Giving Pledge, призывая миллиардеров пожертвовать минимум половину своих состояний на благотворительность. Уоррен очень семейный человек, который много времени уделял своим детям, а теперь, когда они выросли, он ударился в благотворительность. Он часто появляется со своей женой Сьюзан, не стесняясь демонстрировать свою заботу о ней. Настоящий образец американских семейных ценностей. И раз заговорили про семейный подряд, то знакомьтесь, род Прицкер, владеющий состоянием в 41 миллиард 600 миллионов долларов, является одной из самых знаменитых и влиятельных династий в мире бизнеса. Их империя, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс, насчитывает 82 членов и занимается гостиничным бизнесом и инвестициями. Особое место занимает сеть отелей Hyatt Hotels, которая была основана покупкой одного мотеля в Лос-Анджелесе в 1957 году. Третье поколение семьи Прицкер породило 10 миллиардеров. Среди них выделяются такие личности, как Пенни Прицкер, бывший министр торговли США, и Джей Прицкер, текущий губернатор Иллинойса, который также известен как самый богатый губернатор страны. В мире кино семейство представляет Джиджи Прицкер, режиссер и продюсер фильма «Глаза Тэмми Фэй», который дебютировал в 2021 году. Том Прицкер, в свою очередь, занимает пост председателя совета директоров Hyatt Hotels. В начале 2000-х годов семейные отношения оказались на грани из-за длительных судебных разбирательств, связанных с управлением трастами. Однако в 2005 году семья достигла соглашения о разделе состояния, что позволило сохранить и укрепить их бизнес-империю. А знаете, кто поможет сохранить ваши деньги и имущество? Вот что делать, если ты попал в такое ДТП. Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного и честного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Ну и куда без современных технологий? Ведь именно тут крутятся миллиарды. Ларри Пейдж, сооснователь Google и фигура, чье влияние в технологическом мире трудно переоценить, наблюдал значительный рост своего состояния благодаря успеху своей компании. На фоне 26% удорожания акций родительской компании Alphabet состояние Пейджа возросло на 21 миллиард долларов за прошедший год, достигнув отметки в 114 миллиардов долларов. Этот финансовый успех пришелся на 25-ю годовщину запуска Google, что добавило еще больше поводов для радости. Пейдж изначально родился в атмосфере интеллектуального стремления и инноваций. Его родители, профессора информационных наук и программирования, окружили его компьютерами и научными журналами с ранних лет. Это раннее погружение в мир технологий зажгло в нем страсть к инновациям и бизнесу. И уже к 12 годам он знал, что хочет создать собственную компанию. И, как видите, успешно построил, продолжая развивать современные технологии. И раз начал про новые технологии, то куда без Билла Гейтса?
Хотя он сейчас не самый богатый человек в мире, но это только из-за своей безудержной благотворительности. Соучредитель Microsoft продолжает оставаться в авангарде технологического прогресса с состоянием в 111 миллиардов долларов. Его недавние усилия сосредоточены на одной из самых перспективных областей современности – искусственном интеллекте. В марте Гейтс описал ИИ как технологию, революционную наравне с мобильными телефонами и интернетом, что подчеркивает его веру в ее трансформационный потенциал. Его участие в финансировании стартапа Inflection AI в июне, где было инвестировано 1 миллиард 300 миллионов долларов, свидетельствует о серьезности его намерений. Гейтс инвестировал средства вместе с Microsoft, которая уже пожинает плоды своих ранних инвестиций в ИИ, включая 49% доли в OpenAI, разработчике ChatGPT. Эта стратегия оказалась успешной, ведь акции Microsoft за последний год выросли на 31%. Помимо профессиональных достижений, в личной жизни Гейтса также произошло значимое событие. В марте он впервые стал дедушкой, хотя по-прежнему придерживается политики, что не стоит баловать детей и внуков. Ведь все свое состояние он завещал на благотворительность. Посмотрим, может, статус дедушки заставит его передумать. А это еще один бывший лидер списка самых богатых людей всего мира. Джефф Безос, чье состояние оценивается в 161 миллиард долларов, продолжает оставаться одной из ключевых фигур в мировом бизнесе. Основатель Amazon не только управляет гигантской компанией, но и находит время для личной жизни. По слухам, в мае он обручился с Лорен Санчес, экс-телеведущей из Лос-Анджелеса. Безос даже увековечил образ своей возлюбленной на носу своей новой яхты Кору длиной 127 метров. Финансовое положение Безоса укрепляется благодаря растущим курсам акций Amazon, чему способствует рост прибыли и усилия по оптимизации корпоративных расходов, включая сокращение персонала. За прошедший год его состояние увеличилось на 10 миллиардов долларов, несмотря на то, что он пожертвовал 700 миллионов долларов в акциях на поддержку бездомных и борьбу с изменением климата. Недавно Безос также объявил о своем намерении пожертвовать 100 миллионов долларов на борьбу с последствиями лесных пожаров на острове Мауи, где у него есть дом. А вы как думаете? Это великодушие или просто популизм? Ну и самый богатый человек современности. Илон Маск продолжает оставаться самым богатым человеком на планете с состоянием в 251 миллиард долларов, основное которого приходится на его доли в Tesla и SpaceX. При всем этом прошедший год для Маска был полон волнений и скандалов. Маск активно участвовал в мировой политической арене, высказывая свои мнения о конфликте на Украине и статусе Тайваня. Маск также оказался в центре внимания благодаря своему предложению о дуэли в клетке Марку Цукербергу, который вскоре после этого запустил социальную сеть Threads, являющуюся конкурентом платформе X, ранее известный как Twitter. Интересные подробности о жизни Маска всплыли и в новой биографии, написанной Уолтером Айзексоном. Оказалось, что у Маска и певицы Граймс, с которой у него был роман, появился третий ребенок, что доводит общее количество его детей до 11. Неплохая продуктивность, да? Несмотря на снижение акций Tesla на 8% и общий шум вокруг его персоны, состояние Маска остается стабильным благодаря увеличению капитализации SpaceX, которая превысила 150 миллиардов долларов, и получению нового пакета опционов на 5,7 миллиарда долларов в январе. Но это еще не все. Илон выбил у совета директоров премию в 57 миллиардов долларов. Неплохая такая прибавка, да? Ну и как обещал, самая богатая семья, у которой даже деньги невозможно посчитать. Семья Рокфеллеров оценивается примерно в 2,5 триллиона долларов, но точная цифра никому не известна, ведь многие активы записаны на третьих людей. Именно поэтому они редко мелькают в списках Forbes, хотя и имеют невероятные активы, считаясь одной из самых влиятельных и уважаемых династий в мире. Начало их пути было положено Джоном Рокфеллером, первым долларовым миллиардером в истории, который начал свою карьеру в 16 лет как ассистент бухгалтера. В 1857 году он оставил наемную работу и стал младшим партнером в компании, занимавшейся торговлей зерном, мясом и другими товарами. Рокфеллеру удалось сколотить начальный капитал на государственных заказах во время гражданской войны в США. Затем, в 1870 году, он основал компанию Standard Oil, которая спустя 10 лет контролировала 95% нефтедобычи в США.
диктуя цены на рынке и стремительно наращивая семейное богатство. В 20 веке влияние Рокфеллеров расширилось на пищевую, машиностроительную, промышленную, страховую и финансовую сферы. Интересно, что они спонсировали как немецкую сторону, так и союзников во время мировых войн, что еще больше увеличило их капитал. После смерти Джона Рокфеллера его дела продолжил его сын Джон Рокфеллер-младший. В 1913 году его тесть, сенатор Нельсон Олдридж, сыграл ключевую роль в создании Федеральной резервной системы, несмотря на обвинения в родственных и финансовых связях с банковскими кругами. Секрет устойчивости и продолжительности богатства Рокфеллеров заключается в тщательной организации семейного капитала. Они создали общесемейный фонд, благотворительные фонды и трасты, обеспечивая таким образом, что даже самые легкомысленные наследники не смогут растранжирить семейное состояние. А что вы думаете о Рокфеллерах? Действительно, они управляют миром? Пишите свое мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал. И да, спасибо за просмотр.